Капитан команды Soviet Union у нас Лаговаз, и капитан команды Сурялов у нас, если я не ошибаюсь, Хет Кандир. Ждем мы только Хеда, и как только он отпишется, команды будут варпать на Battle Arena. Ну что ж, команда Хеда в варпе на маяк. И команда Хеда тоже готова. Буквально минута, ребята, нас отделяет от боя, поэтому дождались мы наконец по истечению часа первого боя. Ну что ж, обе команды варпают на маяк Battle Arena на дистанцию от 0 до 50 километров. Бой Сурялов против Soviet Union. Баны у нас Курса, Армагеддон, Скимитар и Хугин. Ну что ж, появляются у нас одновременно обе команды. Все команды варпали на 50 километров. Команда Сурялов – это Астарта, это Иштар, 2 Навитаса и еще один Иштар, Иштара формат. И команда Soviet Union у нас Руптура, Вексер, Бродсворд, Тенгу и Вексер. Очень интересный сетап. Можно, я думаю, даже как-то поинтересоваться. Бродсворд у нас пулеметный. Тенга у нас рапидная тенга. Очень интересный сетап. И давайте чекнем напоследок Руптуру. Руптура, наверное, тоже у нас должна быть пулеметной. Да, арти-руптура это у нас. Очень-очень интересный сетап. Ну, естественно, турели команды Сурялов я чекать не буду, потому что здесь у нас и штары, и бонусная Астарта. Астарта, я подозреваю, должна быть рельсовая. У команды Сурялов у нас 2 фригологиста. Это довольно-таки сильная штука, на самом деле не стоит их недооценивать. А команда Soviet Union у нас без логистов. Тут уже дали небольшое предупреждение Руптуре за то, что она мувнулась. Возможно, конечно, ее отбомпало, потому что кучно очень не приварпали, но надеюсь, это никак не повлияет. Да, видно, что арена слегка криво размечена. Видите, команда Хеда должна была находиться вот здесь. Но, тем не менее, я думаю, что это никак не помешает командам. Интересный очень микс у команды Soviet Union, у них рельсовые вексоры, арти-руптура, но при этом пулеметный брод, который, возможно, будет держать как раз таки цели, и тенгу с рапидками. Тенга рапидная выдает колоссальный ДПС, и я думаю, что может составить проблем кучу навитосам команды Сурялов. Ну что ж, отчет у нас пошел, отчет начинается с 15, у нас не с 10, так что нам нужно подождать маленечко, после этого начнется бой.
И бой начался у нас. Так, ну что ж. Фриго-логисты у нас остаются сзади, а Иштары и Астарты начинают движение навстречу Soviet Union. Когда Soviet Union пока ничего не делают, они просто стоят на месте и пока не предпринимают никаких действий. Что-то я слегка туплю, ребятки, простите меня дико, это уже называется очень много, я смотрю на фиты. Ну что ж, пошел у нас дамаг по логистам, но они друг друга пока что благополучно выкачивают. Навитус у нас падает в армор, но спокойненько танкует за счет другого логиста. Hey, wake up. Вот так вот. Ну что ж, дамаг потихонечку пошел на Вексер команды Soviet Union. Вексер пока убегает от Иштаров и Астарты. Пока как такового такла в принципе не видно. Маленечко передвинем иконки, чтобы было больше места. Ну что ж, и потихонечку дамаг у нас размазался по вексерам, но видно, что они проседают. Сурялы потихонечку танкуют на своих навитосах. Видно, что Тенга к ним подкралась и пытается их потихонечку убить. Посмотрим. Ну, в принципе, я думаю, что Навитос успеет протанчить, пока Тенга не упадет в перезарядку. Тем временем вектор команды Soviet Union у нас потихонечку умирает. Да, он шелдовый, и команда Soviet Union сейчас у нас лишится вектора. Использует летающих дронов команда Сурялов. Учитывая бонус Иштаров на скорость хэви-дронов, это довольно-таки хороший способ убить противника. Ну что ж, после у нас начинает умирать последний вектор команды Soviet Union. И как такового дамага по команде Сурялов уже не проходит. Видно, что вроде подтекает Астарта, но Астарта, естественно, скорее всего у нас арморная, то есть очень мало ДПС по ней проходит. Начал потихонечку подтекать Иштар, кстати, течет он довольно быстро. Посмотрим, чем это закончится. Но пока Иштар течет, его никто не подхватывает, но Soviet Union теряет у нас вектор, ДПС становится куда меньше. И Навитосы сейчас стапливаются на Иштар, стапливаются они на Иштар и подхватывают его. Иштар у нас выкачан, на поле боя у Soviet Union остается Тенга и Руптура, простите, и Бродсворд. И больше ничего, когда команда Сурялов пока ничего не потеряла. Увы, у нас нет баров, поэтому непонятно, использует ли противник какую-то электронику, но как таковых анимаций в принципе нету. Дамаг сейчас у нас переносится на Тенгу, и Тенга... Сейчас мы узнаем, пассивная или активная Тенга, но течет она вроде бы медленно, хотя это может быть какой-нибудь микс между пассив и актив тангом. ДПС от команды Soviet Union почти нет, как мы видим, ничего у нас здесь. Ну пытаются, до сих пор они пытаются убить Навитос, но, как мы видим, видите, Навитосы сейчас спокойненько убегают от Тенги. Тенга у нас едет всего 300, ее то ли подскрамбили, то ли посетковали, когда Навитосы спокойненько на МВД гоняют 2000 и спокойненько могут, в принципе, выехать за рейндж ракет Тенги. И Тенга у нас тем временем умирает, Руптура у нас топит, куда-то у нас движется вот эта Руптура, и команда Soviet Union у нас все-таки теряет Тенгу. Ну что ж, Сурялы пока не понесли никаких потерь, когда у команды Soviet Union осталось на поле боя только Руптура с Бродсвордом. Сейчас Бродсворд у нас находится в окружении дронов от Иштаров, вокруг него скопились Иштары, Астарта, я думаю, что он очень плотно затаклен, можем посмотреть на это. Да, видим мы сетки, скорее всего там несколько сеток, скорее всего там скрамблер, и Бродсворд у нас потихонечку умирает, пытается он что-то отстреливать, видим, что он дамажит Иштар, но Навитосы подскакивают и выкачивают его. Судя по всему, у нас один Навитос улетел за арену, потому что стало резко меньше Навитосов, а единственная причина, по какой он мог погибнуть, это только вылет за арену. Так что сейчас только один логист остался у Сурялов, но, как видим, одного логиста здесь за глаза хватает. То есть сейчас, если бы команда Soviet Union не потеряла бы, скажем, Тенгу, то они могли добить последнего Навитоса и пытаться уже сломать команду Сурялов. Но, увы, осталась у нас одна Руптура, которая у нас находится где-то в верхней части арены, но она, в принципе, артовая, она должна находиться не в флазе у противника, но, на мой взгляд, все-таки чуть ближе она должна была находиться.
Сейчас она пришла в движение, поехала она команде Сурялов. Не знаю, что она хочет сделать. Возможно, она хочет попытаться добить Навитаса, но не вижу я движения Армора. Так что пока непонятно, что она будет делать. Она очень быстро умирает, так что, скорее всего, ничего она уже не сделает. Ну что ж, первый матч у нас, судя по всему, да, заканчивается в пользу Сурялов. Со стороны Сурялов из потерь только Навитас, который, судя по всему, вылетел за арену. Больше потерь у них нету. Ну что ж, сейчас команду Сурялов принесут обратно, арену должны почистить, и после этого у нас будет второй матч. И дико извиняюсь за лог цели, я, в общем, этот час ожидания заставил меня сидеть перед монитором и уже тупить. Я должен был заранее залочить цели, больше это косячить не буду, дико извиняюсь. Но, в принципе, все было сделано вовремя. Сьюзен крашнулся. Нам пишут, что Сьюзен крашнулся. Это был не вылет за арену. Да, мы видим, что Навитас залогинился, его просто крашнуло. Был момент, когда я не шибко следил за дистанцией Навитасов. Я видел, что они пытаются куда-то отскочить. И я, конечно, поначалу думал, что они все-таки как-то улетели за арену. Но нет, это был попросту самый обычный краш клиента. От этого никто не защищен, но даже с учетом краша команда Сурялов затащила этот бой. Вообще показалось, что Иштары довольно тонкие, то есть было видно, что команда Soviet Union очень быстро их пробивает, и если бы, не дай бог, Навитас команды Сурял крашнулся бы раньше, то, возможно, у Soviet Union были бы все шансы на успех. Но, увы, не имея логиста, было им очень тяжело как-то, даже реализовывая свой максимальный дамаг, вытянуть этот бой. Хорошо себя повела Тенга в начале боя, она поехала сразу убивать мелочь, но ее ДПС было явно недостаточно. То есть, если бы ей что-то помогало, то я думаю, что у них были все шансы убить такие логистические фрегаты. Ну, ребят, насчет Бродсворда я тоже не очень уверен, но в целом, если рассматривать ту же Арти Руптуру, рассматривать те же рельсовые векторы то и Тенгу рапидную, то ДПС там получается очень много. Возможно, там была некая задумка, где очень танкованный Бродсворд бежит, таклит противника, и после этого остальная часть ганга аккуратненько слонка его убивает. Возможно, именно по этим причинам Soviet Union банили Хугин, то есть они боялись сеток, они хотели откайтить, но как-то вот у них все-таки не получилось это в итоге сделать. Но, тем не менее, ребята старались, это их не последний бой, возможно, они покажут себя уже куда лучше, то есть серьезнее подойдут к сетапу на следующий бой. Да, и отпишитесь, пожалуйста, сильно ли фризило и вообще, как проходил бой, были ли какие-нибудь фризы. Руптура могла не бить фрегаты, потому что, во-первых, Руптура довольно близорука. Как мы видели, у Навитасов была очень правильная тактика. Навитасы сразу в начале боя отскочили назад, то есть чтобы не ловить никакой дамаг, и подскочили обратно только тогда, когда Иштар уже перевалил за середину армора. То есть они очень долго сейвились, чтобы их никто не смог убить. И как только фокус перенесли на Иштаров, они подъехали, выкачали Иштар и снова отскочили назад. Фриг-логисты очень все-таки быстрые фрегаты, очень быстрые корабли, и они могут именно маневрировать в гриде. То есть они могут отскакивать за рейндж какого-либо дамага и потом также быстро подскакивать, откачивать своего тиммейта и сразу же отскакивать. Не стоит их недооценивать, особенно в 5 на 5. Ну что ж, да, потихонечку я буду удалять. Оу, а зачем перенесли меня? Не знаю, зачем-то перенесли меня, но мне кажется, меня должны все-таки вернуть. Sound resumed.